українське, воно там не конкурентне, воно там не потрібне. Отгружать продукцию фурами? Це величезний помилковий стереотип. Ни прямо, ни боком, никак. Піддивились в інтернеті, ні? Не за деньги, а за 8 индюков. Я ж директор, мне же надо что-то делать. И есть перспектива и огромная география работы. Сергій, вітання. Добрий день. Дуже радий бути в гостях у Сергія Залізького. Спасибо. На підприємстві Еніпак. І для глядачів нашого каналу ми, Сергій, розкажемо про вас, про вашу команду, про ваше підприємство, про маркетинг і навіть про музику. Спасибо большое. Я очень рад, кстати, вашему приезду, и я надеюсь, будет интересно. Сергій, вашому підприємству 2 роки, і ви, власне, стартап. Як ви дійшли до цього бізнесу? Що, власне, він з себе представляє? І хто є вашими покупцями? І в чому конкурентні переваги вашої продукції, оскільки вона масова і її випускає досить багато підприємств? Ну, собственно говоря, как я к этому пришел через ряд наемных работ. То есть основное время после университета я работал в банке. Это была достаточно такая ровная планомерная карьера в Чернигове, управляющей группой отделений. И потом мне уже предложили в Киеве там, быть начальником управления, где у меня вполне себе был большой офис, прям как классика жанра. Были люди в подчинении. И уже под конец работы в банке мне немножко, знаете, начинала надоедать вот эта тема из чрезмерной услужливости. И я уже давно начинал подумывать о чем-то настоящем, о производстве в том числе. И у меня было предложение в Чернигове все-таки перейти на производство. После банка совершенно случайным образом мне удалось попасть в компанию Pet Technologies. Мне реально все там понравилось. Свежая струя воздуха просто, я считаю, в Чернигове. Это хорошие технологии, и есть перспектива, и огромная география работы. Мне это очень понравилось. То, чем мы сейчас занимаемся, это вдохновение я получил именно в Pet Technologies. Мне даже супруга говорит: ты знаешь, Сереж, мне нравятся вот эти вот бутылочки, их рисовать, их потом вот это вот все дело продавать, и давай попробуем. Вот. На самом деле, именно с ее поддержкой, с тем, что я оказался не единомышленником в этом деле, это все вот мы решили воплотить. На тот момент я понятия не имел, с какими трудностями могу столкнуться. Абсолютно. То есть, когда ты понимаешь, что вопросы там аренды решают какие-то госструктуры, всевозможные разрешения, если тебе идет палета из Литвы, то ты должен в санитарной службе зарегистрироваться, у тебя должны там что-то поскрести и так далее. Это я только говорю, не касаюсь элементарных уборок, проблем с электрикой и так далее, с набором кадров. Це на одних важелях, да? А на інших це свобода. Это свобода, я чувствовал в себе все-таки потенциал. Вначале все сделалось с нуля, здесь были просто горы мусора, и ничего абсолютно не было предназначено для того, чтобы здесь было производство. Конкурентные преимущества, знаете, я бы не хотел ставить галочки, вот потому что это, потому что это, потому что это. Я хочу, тому що це, можливо, скромність. Скорость роботи. Але тим не менше, глядачі каналу мають розуміти, вони бачать ці пляшки всюди. Як вам вдалося зробити бізнес, побудувати власний бізнес на тому, що є досить поширеним в світі, і де ніша, де рішення, де чуйка, яка, власне, спрацювала? Да, во-первых, понимаете, когда я пришел в этот бизнес, это такой средний бизнес или даже мелкий бизнес, я бы сказал, то я, знаете, заметил, вот конкуренты, они называли себя выдувщиками и относились к своей работе как к шлепанию бутылок где-то в гараже или в ангаре на земле. И упаковка какая-то, что ты там паришься? Да вот завязал в узел и отдал. Я отношусь к своей работе не как к выдувщику, а как к производителю комплексного решения. И это не без преувеличения говорю.
нужно быть быстрым, нужно найти решение для клиента. Сергій, хто купує вашу продукцію? Короткий портрет вашого покупця, споживача вашої продукції. Смотрите, вот, например, основные покупатели, то, что я массово произвожу, там вот молочная бутылка у меня основное сейчас идет, растительное масло или уксус. Это предприятия, которые имеют свою линию розлива, но они хотят инвестировать в линию выдува, потому что это кусок технологический, это кусок денег, приличный достаточно. Многие думают, что достаточно купить выдувную машину и стоять себе производить. Но забывают о том, что нужен микроклимат, забывают о том, что нужна система охлаждения, подготовки воздуха. Это должно обслуживать отдельный человек. Есть рецептуры, которые зависят от времени года, от погоды и от времени суток и так далее, и так далее. И это в итоге, вот у меня только выдув, а это целая микросистема, как я это называю. Поэтому те предприятия, которые не готовы вкладывать, допустим, 200 тысяч евро в выдув, такой же скоростной выдув, да, это от этих примерно цифр начинается, то им проще покупать. А моя задача это сделать в таких чистых, аккуратных пакетах, чтобы продукция, когда к ним доехала, я просчитываю ширину пакетов, чтобы они там не потерлись об борты и так далее, и так далее. И когда им приходит качественная продукция и чистая бутылка, они заказывают еще. Поэтому это могут быть молокозаводы, фермерские молоко, хозяйства. вода, это молоко, уксус, олия, растительное масло вода. И бытовая химия. Вода меньше. Объясню почему. Потому что там вода очень низкомаржинальный продукт, и переплачивать за логистику бутылки и за ее надбавку, за ее производство не хотят. Поэтому в основном это бытовая химия, автокосметика, растительное масло, потому что как не в Украине продавать растительное масло. Это если мы говорим только про бутылку конкретно. Я стараюсь предоставлять комплексное решение. То есть я нахожу хорошее решение по укупорке. То есть я получал продукцию из Дании, из того же Китая, из Белоруссии. В Украине очень много производств проанализировал. И это что касается самой бутылки. И начинается все равно с дизайна. И вот как раз стартапы, это компании, у которых есть какой-то стартовый капитал, им нужно выдать продукт, поставить на полку, но, знаете, люди всегда не знают, а какой лучше сделать. Я хочу продавать растительное масло, а какое сделать? Нужно проанализировать конкурентную полку, определиться с высотой, какими-то габаритами, какие-то фирменные особенности, а какая будет этикетка, как она будет гармонировать с конкурентными этикетками, чем она будет выделяться. Мы это все проходим, проговариваем, рисуем буквально на бумажке карандашом, потом это все оцифровываем, выходим на чертежи, клиент опять правки делает, и мы так через создание потом уже новых выдувных форм мы начинаем проект. И для меня это сегодня уже начинает быть весомой частью в бизнесе. То есть если начинали мы только исключительно как производитель ПЭТ-бутылки, то сегодня вопросы дизайна, вопросы прототипирования и тестирования новых продуктов какими-то небольшими сериями, там 50 или 100 тысяч, это уже начинает быть интересно для меня. Я уже понимаю больше, как с этим работать. И это, опять-таки, для меня диверсификация деятельности. Ви працювали в банківській системі, робили там кар'єру, ви були ключовою, певно, фігурою в команді Pet Technologies. І там ви всюди кайфували. От де більше кайфу? Ви зараз кайфуєте від свого життя і від відчуття людини власної справи? Я думаю, да, потому что, смотрите, вот это слово «свобода» в действиях, о котором я вначале сказал, для меня это очень емкое понятие. Это свобода иметь гитарные усилители в кабинете, и это свобода принимать решения вообще по стратегии, куда будет завтра компания двигаться. И мне никто абсолютно не скажет, что это неправильно. Понимаете? Потому что даже если я даже люблю, когда мне говорят, у тебя это не получится. Ты знаешь, что сейчас на рынке, ты знаешь, как цены, там, ты знаешь, что они там и так далее. Я вообще никогда на это не обращал внимания. А как раз свобода — это двигаться так, как ты хочешь, не учитывать долгие планерки. Вот это, вот бюрократизм вот этот, я его очень сильно не люблю. Поэтому здесь свобода выбора, куда ты будешь двигаться дальше, свобода выбирать именно тех людей, которых ты сейчас видишь на должности, на какой-то у себя, свобода слушать любую музыку, которую ты хочешь. В этом свобода. Сергій, продовжимо. Я хотів би кілька слів про експорт. З мого власного досвіду я неодноразово бачив за кордоном, і в Європі, наприклад, близько, чи там десь далі, ніж Європа, що цей стереотип, який існує серед наших людей,
і в Україні, що українське, воно там не конкурентне, воно там не потрібне, а як ми там його запропонуємо, а хто його купить, це величезний помилковий стереотип. І, власне, на вашому прикладі, вашому підприємству 2 роки, у вас вже є експорт. Можна кілька слів і про ваш фактичний експорт, і загальне враження, загальне розуміння з вашого досвіду, чи є в нас місце на земній кулі в українців для того, щоб пропонувати якісну, цікаву и привабливую продукцию? Когда вот это все создалось, у меня было 2 мечты. Первая – это отгружать продукцию фурами. И вторая мечта была – это отправить что-то за границу. И когда вот появилась эта возможность работать с экспортом, первая сделка, она была, знаете, она вот как-то прошла и такой, фух, отгрузили. Это была очень желательная штука, потому что есть вопросы с НДС, есть просто маржинальность более высокая, чем бы это продавалось в Украине. Как вы правильно сказали, конкуренция достаточно высокая. И экспорт – это такая форточка, куда вот можно выйти и понимать, что это еще одна возможность. По поводу экспорта украинского в целом, есть масса примеров, которые уже куча в интернете, когда люди, я не знаю, делают из фанеры красивые карты на стену, и у них 97% экспорта. Когда наша черниговская компания, которая делают Бигранола, которые делают шикарные завтраки, и у них тоже львиная доля – это экспорт и интернет-продажи. А здесь вопрос, я понимаю, что в этом, я утверждаюсь еще раз в том, что это вопрос не то, что это украинское или не украинское. Первое, продукт должен иметь достаточную маржинальность для того, чтобы он туда уехал. Да, и эта маржинальность не должна бить какие-то каноны тамошнего рынка. Понимаете? То есть, чтобы ценовая политика... Либо это какой-то продукт, который не занят нишей. Если человек имеет продукт, который хочет его продвинуть и хочет предложить, надо просто сделать первые шаги. Определенные рынки, они просто географически, наверное, не совсем перспективные. Но если мы говорим про какую-то нишу, а ниша – это всегда вот такой сантиметр, который может раскрыться просто никто не знает как. Может закрыться сразу, может раскрыться до каких-то масштабов. Сергій, я звернув увагу, коли ми спілкувалися попередньо, що у вас є досвід досить цікавий. Не проблема, що він поки що маленький, але вам вдалося вже експортувати і інтелектуальний продукт. Кілька слів про це, будь ласка. Все, что может сюда в этот контекст лечь, это вопрос продажи дизайна тары. Это и пока первые шаги. Но самое главное, что первый раз уже произошел, и мы уже поверили в себя, что мы можем это делать. Самый важный для меня фактор – это то, что клиент был очень доволен. По-честному, он говорит, вы меня услышали. Компания, которая опытная, он говорит, ты не понимаешь, этот силуэт, эта линия не ложится в этот контекст, у этой бутылки итальянская история, а ты хочешь здесь добавить. У меня клиент прав. Я никогда не буду рисовать то, что мне не нравится, и я обязательно буду обсуждать с клиентом. Очень важна технологическая экспертиза, которая у меня прежде всего есть. И мы же можем сделать красиво, но которая будет плохо логистику проходить, вертикальные нагрузки, там, внутреннее давление и так далее. Это тоже нужно учитывать. И когда получается дизайн как симбиоз эстетики и технологичности, это устраивает и радует всех абсолютно, и конечного покупателя, потому что он придет и обязательно обратит на это внимание. Кто у вас в компании дизайнер? Ну, пока я. Нам недавно помогала наша дочь София, которая закончила художественную академию. Кстати, она тоже заработала на этом деньги. И это она почувствовала, так сказать, свежую кровь от этого. Но все остальные переговоры, безусловно, проходят со мной. Повторюсь, это направление для меня на начало. Была сделка, она мне понравилась, есть довольный первый покупатель. Я это буду однозначно развивать, заниматься продвижением этого. Да. Це багато, тому що це інтелект, і це тонкі матерії, взаємопорозуміння між замовником і виконавцями. Сергій, наше спілкування перейшло в певний момент в таку філософську площину, і ми філософствуємо відверто на тему того, наскільки ірраціональне важливо в раціональному, в бізнесі, в підприємництві, в роботі. Ми побачили ці вироби, цю гітару
про яку, певне, мріяли десятки мільйонів людей на цій планеті. Вона великолепна. І я хотів би просити вас кілька філософських слів і думок на цю тему, наскільки особистість, яка займається раціональним бізнесом і, можливо, на ваших прикладах, наскільки це важливий творчий початок. Творческое начало, оно, мне кажется, как подґрунтя для того, чтобы ты находил решение, и с тобой просто хотели общаться люди. А общение – это главнейшее, важнейшее свойство и умение человека. Сергій, я вас вважаю саме такою людиною. Скажіть кілька слів про цю красуню, яка приїхала із Сполучених Штатів до вас сюди. Да. Ви її там просто купували. Да. Можна, щоб ви її взяли, кілька слів про неї сказали? І сказали кілька слів ось про цю апаратуру, на якій вже навіть є ваш лейбл. Ну, конечно. Залізький зробив Genuine Guitar Amplifier. перші кроки прям, ще да. в один бізнес, я так розумію. Слушайте, да, я даже один как-то усилитель продал, но, правда, продал не за деньги, а за 8 индюков. Было так, это мой был товарищ, у которого индюшиная ферма, и он говорит, сколько я тебе должен? Я говорю, слушай, Дасте адресок, ми зробимо про нього сюжет. Его зовут Игорь. Вот, и он работал очень много и в Китае, и уже когда закончил карьеру наемного сотрудника, он уже сделал свое фермерское хозяйство. И вот ему хотелось усилитель, он послушал мой, говорит, Серег, можешь сделать такое, вот мне нравится. Я ему сделал, он говорит, сколько? Я говорю, ну, Игорь, ну мы же друзья. Он говорит, тогда я тебе, и он мне индюков давал, вот я поставил тушку там, 12 килограмм. Когда у тебя там индюки не закончились еще, говорю, я тебе сейчас еще привезу. Это Fender Stratocaster стандартный, но самое его главное достоинство, что он 2008 года, то есть он уже такой устоявшийся. Вот эта вся краска, она стала немножко такого винтажного цвета, она была более белая. Вот этот лак, он проявляется тоже, он сначала более прозрачный, потом он становится желтый. Вот. И знаете, я когда ее покупал, можно было купить мексиканский в 2 раза дешевле. Но я потом понял, и это подтвердили многие музыканты, дорогая от дешевой гитары отличается не звуком, а от ощущениями, когда ты ее держишь в руках. Я абсолютно серьезно говорю. Вот этот лак, как скользит рука, насколько у тебя фидбэк от струны, когда ты вот чувствуешь отдачу, вот эту, как гитара звучит, она просто вызывает у тебя другие эмоции, и тебе по-другому хочется на ней играть. Это моя 4-я гитара, и вот когда она у меня появилась, я прекратил поиск гитар. Она вот пришла, вот у нее была эта струна здесь вот так снята, и я включил ее в один из своих еще других старых усилителей, не ламповых, я просто взял 2 струны, и я все понял, что я попал. Вот. Я, правда, думал, что я стану лучше играть, когда она у меня появится, но нет. Но игра стала интереснее. У мене така ж історія є, але з рушницею, коли моя жінка вже втомилась від того, що я шукаю ту саму ідеальну рушницю, але цього року я продав всі рушниці мисливські і купив одну таку класичну, і я сказав сам собі, я їздив за нею в інше місто і сказав жінці, що це рушниця, і я більше не буду шукати і купувати інших рушниць, хоча вона БУ, хоча вона не вінтажна, вона там 80-х років, вона, власне, ідеальна в усьому, що стосується не рушниць як таких, а мене и мого сприйняття до рушницы. Я вас понимаю прекрасно, потому что когда у меня появилось желание купить ружье, мне всегда хотелось горизонтальное исполнение, мне всегда хотелось ореховое ложе, мне хотелось всегда инкрустацию на этом самом, и мне всегда хотелось курковое. Ну, у меня такой был вот момент. И... Сергій, ви готувались до ефіру, навели справки про мої рушниці? Нет, я понятия не имею, я думаю, это какой-то заговор, Піддивились в интернете, нет? И знаете, мне говорили, как ты будешь стрелять, пока ты взведешь курки, пока ты прицелишься. Я когда первый раз вышел с ним на охоту, это было открытие охоты, поднялось 2 утки, я поднял со 2-го утка упала, и спросите у меня, когда я взводил курки, я не знаю. Хочете знати і розуміти, як творчий початок впливає на бізнес, на підприємництво? Підписуйтесь на наш канал. Сергій
Сергій, будь ласка, в вашій такій багатій біографії в різних галузях, від банку до великої компанії, яка працює в машинобудуванні, і до власного бізнесу, ну точно відбувалися якісь факапи, які здавалися просто катастрофою, коли небо впало на землю і все пропало. А от сьогодні ви про це можете посміхнутись і розказати тим, хто дивиться цей випуск. В нынешней деятельности, в принципе, эти факапы, они просто, как бы, мне кажется, не заканчиваются, потому что они просто трансформируются. Но ты, самое главное, как ты к этому потом относишься, и все. Самый такой для меня момент, который я запомнил до сих пор, это был в самом начале, когда мы только завозили оборудование. Мы определились уже с этим помещением, вот и все. И мне из Одессы едет машина с 2 выдувными установками. И вот эта вся штука в пятницу вечером приезжает. Мы это сгружаем и понимаем, что оно никаким образом не влазит просто в помещение. Ни прямо, ни боком, никак. Вот просто маленькие двери изначально здесь были, окна с решетками, это долго вырезать, пятница вечер, уже темнеет, и мы просто не можем запустить дорогостоящее оборудование. Машину треба відпускати. Да, а водитель, естественно, говорит: ребята, я ж тут из Одессы приехал. Вот я не скрываю, был такой момент, а что делать, как? Я ж директор. Мне же надо что-то делать. Я, правда, не знал, что делать, и мы сгрузили это оборудование на землю. Я давай обзванивать там всех знакомых, там, спасибо, промсервис мои. Они помогли, я говорю, у вас есть там рампа какая-то, может, какой-то скрыш, чтобы поставить, а дожди еще тогда были, а оборудование новое. И вот мы договорились, я нашел машину, мы им привезли это, поставили, оно еще стояло 2 недели, пока я менял двери, пока я все это подготовил. Вот. И для меня тогда это был стресс. Когда уже привез и установил, я понял, слушай, ну, установил и нормально, побежали дальше. Ну, вот тогда для меня это был стресс. Но я это действительно искренне вспоминаю. Вот когда я не мог запихнуть оборудование, для меня это был стресс, действительно. Будь ласка, напишіть одне слово на чистому аркуші, будь ласка, що саме стало тригером для того, щоб ви зробили крок до долі людини власної справи. Я немножко прокомментирую, чтобы это, возможно, было понятно. Здесь было несколько факторов, безусловно, потому что, естественно, без амбиций, наверное, бы не было, без желания какого-то. И, повторюсь, я с этого начал. Я очень долго чувствовал, что нужна свобода какая-то, нужна свобода. Но самым решающим фактором для меня это были слова супруги, которая сказала: ты знаешь, мне нравится эта идея, а давай попробуем. Вот это просто... Вот я не знаю, насколько она, вот, хотя Наташа знает об этом, то, что для меня это было важно, но это был такой ключевой и переломный момент, когда сказал: все, чудово, с 1.10 там или что-то еще мы делаем. Да. Поэтому поддержка бізнес супруги... вашої родини і в цьому гармонія. Слово супруги я напишу. Просто так еще совпало, что это действительно мой близкий человек. Це щастя велике, і це вітання і вам, і вашій супрузі, і всій вашій родині, яка, власне, і рухає це власну справу вашу, справу вашого життя. Да. І ми чули про те, що і донька вже підключається, і навіть заробляє якісь перші кошти, дитячі, але справжні і зароблені не понарошку. Тому, Сергій, я дякую дуже за це интервью. Спасибо вам огромное. Мне было очень приятно. Даже я скажу, что в ходе нашего диалога я задумался о некоторых вещах, о которых, возможно, меньше уделял внимания раньше. Я дуже радий. Я дуже радий такому результату нашого спілкування. Скажу також, що мені дуже приємно. Сергій, дуже вдячний за це інтерв'ю, за це чудове спілкування. Спасибо и вам.